Хочу с вами поделиться тем, что сейчас происходит в телеграм-каналах по сдаче недвижимости в аренду. Дело в том, что у меня есть YouTube-канал на примерно 2000 с чем-то подписчиков, телеграм-канал на 10 тысяч подписчиков по аренде недвижимости, и в течение долгого времени я наблюдал за происходящим. Плюс ко мне постоянно обращается большое количество пользователей, поэтому я вижу картину как бы сверху целиком и понимаю, что на сегодняшний день происходит. И я хочу на самом деле вас предостеречь, потому что за несколько лет того, что происходило с островом, а он открылся, получается, после ковида, начал очень бурно развиваться, рынок стал грязнеть. Он прям стал очень грязным. И расплодилось огромное количество риэлторов, которые иной раз просто создают какой-то некий абсурд. Я на самом деле не имею ничего против конкретно риэлторов. Я считаю, что бизнес есть бизнес, каждый выживает как хочет, мы друг другу не мешаем. Но иногда это зашкаливает. Например, приведу самый забавный пример. Это риэлторское агентство, которое сдает недвижимость с наценкой до 15%. То есть вы ищете себе, например, виллу за $5000, ваш бюджет 75 миллионов, и на самом деле вилла напрямую от хозяина сдается по 64 миллиона. Посчитайте, сколько это в процентном соотношении, но при этом это агентство будет всегда публиковаться и говорить о том, что у них нет комиссии. И если вы к ним обращаетесь, они напишут вам то же самое. Более того, так как я занимаюсь в том числе и открытием бизнеса на Бали и помогаю людям делать разные визы, я немножечко шарю, как вообще можно легализоваться на Бали в каждом направлении бизнеса. И когда агентства пишут, что они официальное агентство на Бали, то возникает вопрос, каким образом вы им стали. Нет, конечно, на Бали есть возможность сдавать свои виллы в аренду. Здесь все абсолютно прописано, но именно риэлторский бизнес, когда вы приезжаете к русскому агенту, который вам показывает виллу и платите ему комиссию, вот этот момент легализовать на острове, я бы сказал, невозможно. Может быть, есть какие-нибудь хитрые, сплетенные схемы, как это все сделать хотя бы серым, но фактически это невозможно, потому что выкладывание в чатах и показ недвижимости, это относится к маркетингу, и этим должен заниматься специальный человек на этой должности. И у меня был недавно разговор с такими ребятами, они публикуют свои виллы, причем публикуют их в моем чате, и когда я им предложил, как бы, ребят, давайте немножечко будем делиться, один пост стоит у меня $3, если вы хотите брать оптом, будет дешевле, то вдумайте себе, они даже не готовы себе потратить $3, но при этом они пишут, что они официальное агентство на Бали. Я говорю, а можете предоставить мне документы? Меня направили к их директору. Я, кстати, хочу создать списочек нас в своем телеграм-канале по недвижке. Вы сможете найти список риэлторских агентств, которые не стали со мной сотрудничать и платить за свои посты, потому что это на самом деле о многом говорит. Как минимум о том, что либо у них нет денег, либо они не совсем честные, они не хотят проходить верификацию. И когда я попросил у них, а можете вы предоставить те самые документы, подтверждающие, что вы официальное агентство на Бали, то представьте себе, что вы смотрите на это глазами своими, глазами клиента. Мне отправили поехать по адресу и спросить, что они там находятся. Поясняю на юридическом языке. Вас отправят смотреть их виртуальный офис, где сидит специальный индонезиец, который будет говорить, что да, эта компания здесь есть. Больше здесь ничего вы не найдете. Скорее всего, это инвесткомпания PTPMA, и ее сотрудники основные сидят на инвест-китасах в качестве визы. Но формально вряд ли они проводят какие-либо транзакции в официалку. Иначе они могли бы мне скинуть из документов хотя бы ахведы и направления к деятельности их компании, но они меня отправили смотреть офис и спрашивать там. Даже если я приеду, даже если я спрошу и мне скажут, что такая компания якобы существует, хотя это виртуальный офис и там конкретно офиса нету, то получается, что они не хотят показывать именно учредительные документы. Получается, нету никакой гарантии, что когда вам пишут в чате об этом, что они реально официальное агентство. И тут как бы два момента. С одной стороны, ребят, мы все не индонезийцы, и у нас нет гражданства. И мы как бы этим немножечко ограничены, и мы, в каком-то смысле нелегалы, гастарбайтеры, и каждый выживает как может. Я не против того, чтобы каждый в этом бизнесе и варился как умеет.
но я как будто бы против того, чтобы мы начинали врать, потому что на рынок приходят наши клиенты, которые не разбираются в этих тонкостях. И когда я вижу, что им начинают врать из-за того, что люди не понимают, как устроено это все, о том, что, например, есть понятие длительной аренды, и когда людям обещают 20-30% доходности недвижимости, и как будто бы немножечко умалчивают про то, что недвижимость будет каждый год дешеветь, и потом ее не продать. В общем, очень много таких моментов происходит. Я понимаю, что мы, как те, кто раньше попал в этот рынок и разбираемся чуть больше, начинаем заниматься нечестным маркетингом и тем самым обманывая и вводя в заблуждение людей, наших пользователей и клиентов. Потому что делать комиссии вшитые до 15%, потому что говорить о том, что вы какая-то легальная контора, это не камильфо. Если вы пользователь этих чатов, просто знайте, что владельцев недвижимости, либо у тех, у кого есть долгосрочные контракты на виллы, которые они сдают, это очень малое количество пользователей. И они, как правило, есть, они существуют, конечно, но вот я, например, как владелец чата могу сказать, что они все со мной всегда идут на сотрудничество. Они позволяют приехать моему партнеру, отснять их виллы по контракту, сделать фотографии и выкладывать от лица своего канала. Тем самым мы с ними договариваемся о каком-то продвижении, кэшбэке и все остальное. Но вы всегда имеете прямой контакт непосредственно с хозяином, его реквизиты. Вам не нужно никакую комиссию отправлять для того, чтобы узнать контакт хозяина и тому подобное и так далее. Вы чувствуете разницу? Но когда вы сталкиваетесь с тем, что вы должны сначала кому-то что-то там заплатить, какие-то агентские комиссии и тому подобное, знайте, что это того не стоит. Здесь я воспользуюсь случаем и прорекламирую свою услугу по поиску недвижимости, потому что наблюдаю даже в своем чате, когда два разных агента публикуют одну и ту же виллу с разными фотографиями, я столкнулся с интересной историей. Одно агентство пишет, что они сдают виллу без комиссии, но стоимость 50 миллионов, а это чистая субаренда, где они себе в карман как минимум забирают 5 миллионов за каждый месяц аренды этого объекта. Другой агент пишет, что цена 45 миллионов плюс 10%, типа честно, я же агент, я хочу заработать. Но я эту виллу для своих клиентов нашел по цене за 43,5 миллиона. Да, я беру за свои услуги, но эти услуги подразумевают то, что я конкретно занимаюсь поиском под тот образ виллы клиента. То есть не он нашел эту виллу и я пошел добывать прямой контакт, а я изначально с ним работал, консультировал по районам, по виллам, что он может получить за свой прайс, нашел эту виллу, вышел на хозяина. Да, я взял деньги за поиск и помощь клиенту, когда он приехал в заранее отфотографированную, отснятую виллу на видео для того, чтобы он понимал, что он не взял кота в мешке. Но когда ко мне приходит осознание, что я виллу нашел за 43,5 миллиона, а если бы даже клиент самостоятельно ее искал, то это было бы минимум 50 миллионов, то я даю очень хорошую выгоду помимо сервиса. Потому что да, даже с учетом стоимости моей услуги цена выше, чем 45 миллионов, но все еще ниже, чем 50. И такая ситуация происходит повсеместно по большинству количеству объектов. Просто представьте себе, что реально легализованные управляющие компании на острове, я вижу, как они публикуются за платно. У них хорошая сарафанка, они в принципе даже особо даже и не мелькают в телеграм-чатах. Но все остальные, кто вам будет писать в личку, когда вы делаете объявление «Я ищу виллу, пишите мне в личку», просто знайте, что там могут быть комиссии, начиная от скрытых до открытых. И когда я пишу этим людям и говорю: слушай, у меня есть классная услуга, давай я поищу тебе виллу, мне говорят, не надо никакие услуги предлагать. Мне очень смешно, потому что я уверен, что ему в личку придут только потенциальные мошенники в том числе, которых, кстати, огромное количество, потому что ко мне обращаются люди, и я с этого чата не заработал до сих пор ни рубля, но ко мне обращаются люди, и мне просто жалко, когда люди переводят по 200, по 500, по 1000 долларов якобы за бронирование и просмотр, и потом это все пропадает, и все это происходит в рамках телеграм-канала, в котором я являюсь администратором, и мне немножко от этого грустненько, и мне хочется встать на сторону людей, на сторону тех, кто хочет классно отдохнуть на острове. Поэтому, если вы хотите снять виллу
как минимум через мой телеграм-канал, а ссылочка будет в описании под видео. Более того, так как я еще не всем выборочно предлагаю платную публикацию, то там, скорее всего, еще пока что есть огромное количество вилл, плюс там есть виллы от моего сервиса, которые нами проверены, и мы будем давать прямой контакт с хозяином. Так вот, как минимум я готов выступать гарантом и от своего лица, которым я свечу, а своего YouTube-канала и людей, с которыми я снимал подкасты, а это не последние люди, и самый лучший кейс для меня был, когда человек спросил за отзывы, пошел смотреть на моем канале и увидел своего друга из клуба из клуба топ-500 предпринимателей и сказал: все, я тебе верю, все нормально. Соответственно, я готов выступить гарантом, если вам кто-то в чате пишет о том, что принеси предоплату, нужна предоплата и тому подобное. Первый признак — это если вас просят принести предоплату криптой либо на счет, там, пускай даже в Индонезии, но там идет русское имя, а это будет видно, либо просто пускай переводят мне, а я уже буду договариваться с непосредственным хозяином виллы, не знаю, кто это, управляющая компания, хозяин, индонезиец, о том, что я являюсь гарантом, вот, типа, мои ресурсы, я готов им выступить. Второе, что я готов вам предоставить, это обменник. Если вам нужно поехать на остров, обращайтесь ко мне, вам так или иначе нужно эту сумму менять, и я могу это вам все устроить. Это очень прекрасное ощущение для меня лично, когда мне переводили авансом $5000 люди просто с интернета. Это как раз таки тот момент был про предпринимателя в клубе топ-500. Это было очень приятно, потому что я понимаю, что человек в каком-то смысле рисковал, просто отправлял деньги в никуда, ожидая, что все будет четко. И все было четко. В связи с этим я хочу прорекламировать свой телеграм-канал. Я вам рассказал вообще, что там происходит, потому что 80% предложений — это по-любому вшитые открытые комиссии либо мошенники, и лишь малая доля настоящих предпринимателей, которые имеют легальный бизнес на острове. И если вы им являетесь, я приглашаю вас ко мне на сотрудничество. Давайте будем с вами сотрудничать. У меня есть площадки, я готов их развивать, у меня появляется вдохновение. Схема работы максимально простая. Я публикую ваши виллы от лица моего канала. Я настраиваю автопостинг, я работаю с трафиком, и если я вижу, что трафик адекватный, я направляю к вам. Это очень хорошая, нормальная схема, чем если вы будете поститься на канале, и при этом я как будто бы даже и не зарабатываю, хотя мне тоже хотелось бы иметь что-то хотя бы за постинг, какой-то небольшой кэшбэк. И тем самым я хочу создать максимально чистый чат, чистое комьюнити, где будут только проверенные арендодатели, только проверенные хозяева вилл, которые на контакте, не обязательно показывают документы всем подряд из чата, но покажите хотя бы администраторам чата, либо договоритесь с нами. Будет какой-нибудь у нас там свод или кодекс правил, и если вы являетесь все-таки клиентом, приглашаю вас ко мне, потому что я за этим буду следить. Не стесняйтесь, если вас что-то смущает, что-то напрягает, просто напишите, я вас проконсультирую, скажу, это ок, это не ок, потому что я ответственности за то, что публикуется в чате не от лица канала, не несу, но я могу это проверить и вам подсказать, стоит ли в это лезть. В общем, я хочу анонсировать такой некий путь, некую альтернативу. Заходите на мой канал Telegram. Мы либо вам подберем виллу в качестве услуги и выйдем на прямой контакт, либо у нас уже есть наши объекты на абсолютно любой бюджет в любом районе Бали. Всем спасибо за внимание, пока.